он ходил к гадалке. И вот что она ему рассказала про вас. Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшнее наше онлайн-гадание на картах Таро для тех, кто хочет посмотреть чувства, мысли и так далее, все, что связано с отношениями на загаданного человека, но с точки зрения, если бы ему кто-то что-то рассказывал об этих отношениях. Это не обязательно гадалка, это может быть друг, подруга, там, мама, знакомые, друзья, может быть даже дети и так далее. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, на своего мужчину, партнера, на женщину, на обстоятельства в отношениях. И начнем мы это потоковое чтение на картах Таро сегодня. Для мужчин, для женщин подходит. С того, что посмотрим. Вот первое. Я выбачаюсь. Первое, что я бы хотел спросить, вот какая энергия привела вас в этот расклад, или какая энергия открывает этот расклад? В каких энергиях ваши отношения находятся здесь и сейчас? Дурак, он может быть по-разному. Здесь может быть что угодно. Да? С одной стороны, это легкость, а с другой стороны, безразличие. Может быть, вы стали безразличны партнеру, может быть, он вам стал безразличен, может быть, вам легкости не хватает, может, наоборот, легко. То есть, смотрите, в этих энергиях, в которых вы находитесь, это энергии хаоса, в которых может быть что угодно по вашей ситуации. То есть, абсолютно универсальный расклад. И, может, вы вообще просто решили, пришли на расклад, ради прикола. Вот вам ради прикола. Это дурак. Тут есть все. Как говорится, знаете, по приколу, да? Шутка 2019. Какую тайну в этой истории? Какую тайну в этой истории? Или какую? Даже не тайну, может быть. Почему-то мне он тайну нагадал, да? Какую тайну в этой истории вы пока не видите, но чувствуете. Это тайна, тревожащая вас, и это ревность, подозрение, недоверие и... Давайте так... Тайна, связанная со смутными сомнениями. То есть в этой истории вы не видите, но чувствуете тайну ревности. Окей. Хорошо. Но если так, то что происходит за кулисами, да? О чем молчит ваш партнер? Молчит о деньгах, об успехе и молчит о том, что вы, как женщина, особенно если вы с точки зрения женщины, дороги ему. Если мужчина смотрит, женщина может здесь молчать о том, что она чего-то недополучает. Может быть, внимания, может быть, подарков, может быть, денег, и так далее. Может быть, не чувствует, что она дорога. Окей, это для мужчин информация. Хорошо. Как-то все в прошлое смотрит, да? Давайте тогда представьте себе, что он пошел гадать, ваш партнер. А гадалка ему говорит, из прошлого что-то тобой управляет, да, тревожит тебя. Какая деталь из прошлого управляет им, его поведением, поступками? Не пойми, какая деталь. 7 кубков – это замороченность какая-то, да, морочность.
Давайте я все равно вот все-таки общий расклад, и очень тяжело ее интерпретировать под все ситуации жизни, но можно. На партнера, да и на вас в отношениях влияет очень много обстоятельств разных. Почему? Потому что дурак – это глобальный хаос, а здесь вот ситуативный хаос. Поэтому я так скажу, на него из прошлого может влиять случай, магия. Магия в светлом аспекте, магия в темном аспекте. Может быть, зависимости какие-то, вещества, алкоголь и так далее. Может быть, какие-то, знаете, черты характера, эмоциональность. То есть тоже опять элементы чего угодно. Это как лотерея здесь, вот в этих двух картах. Поэтому я бы так сказал, она ему говорит, на ваши отношения влияет очень много факторов. Чересчур много факторов, обильное их количество. И эти факторы, они постоянно вас как будто бы или тревожат, или отвлекают. Но окей. Но вот она вот смотрит на него, гадалка, да, и говорит, ты что-то от себя скрываешь. Давай посмотрим, что он от себя скрывает. Видите, скрывание какое-то. Ты скрываешь от себя женщину, которая для тебя очень много значит. Это, скорее всего, телец, дева, козерог по знакам зодиака. Возможно, для тебя значит мать твоих детей. Она ему говорит, да, это гадалка говорит этому человеку, который пришел погадать. Ты от себя это скрываешь, оно на тебя незримо влияет, этот человек. Но ты этого не замечаешь. По сути, она ему говорит, ты от себя скрываешь или ты не замечаешь влияние очень важной женщины на тебя. И кто это? Вы, да, но вот как смотрящий на этот расклад. Или его бывшая, или его мать, тут уже смотрите по своей ситуации. Но она ему так говорит. Почему? Потому что это влиятельная женщина всегда. Она знает, что она влияет. Но влияет она как бы, знаете, не открыто, скрыто. Она сама по себе, эта карта не открытая, она естественная, да, то есть, ну, как бы вот я есть, и вот как бы прими. Кстати, на дне карта, видите, какая? Как бы мужчина отдаляется. И если мужчина отдаляется, то, скорее всего, он идет. Его отдаление связано с этой женщиной, скрыто. Понимаете? То есть, она ему говорит, ты сам от себя скрываешь, что на тебя влияет женщина, которая для тебя очень много значит. И ты отдаляешься. Может быть, от нее. Может быть, она не хочет, чтобы ты отдалялся. Ну, вот таким вот образом, да? Ну, окей. Давайте... Первая мысль, которая всплывает автоматически, да, у него о ней сейчас. О ней это может быть и о вас, смотрите по своей ситуации, или о той женщине. Но если телец, козерог и дева по знаку зодиака это вы, тогда это о вас. А если не вы, то скорее всего о ней. Какая мысль о ней? В первую очередь, что она любит его, что она не хочет его отпускать, что она не может его отпустить, потому что она к нему питает материнские чувства. Это две родственных карты, даже по стихиям. Земля и вода. Понимаете, в чем дело? Как будто бы у него мысль о ней, что она без него не может, ну и он, соответственно, как бы без нее тоже, потому что в этой женщине он может различать архетип матери. И сам дух, как ребенка, ведет его
каким-то чудесным образом по линии жизни, по судьбе, ну, с этим человеком, с этой женщиной. И вот тут напишите мне, поставьте на паузу и напишите, это вы или это, допустим, мама вашего партнера, да, или партнерши, кстати, тоже может быть, или это бывшая жена, например, да, ну или нынешняя даже может ли она быть нынешней, там может быть центральная карта женщина тут. Окей. Давайте тогда, вот здесь дурак как будто бы идет, ничего не понимает, а здесь какое-то понимание. Вот. Что он на самом деле понимает о ней, да, или должен понять о ней. Но вслух этого пока не произносит, вслух, да, в голос. Ну, что должен понять или что понимает уже. Но здесь конфликт. Он понимает о конфликте. И где-то он понимает, что он должен действовать. Это действие. Он должен понимать, он должен быть активным, самостоятельным, резким, дерзким, мужчиной. Вот. Поэтому, может быть, он понял о ней, что он с ней достаточно жесток. Почему-то мне это идет здесь. Даже вот он неоправданно жесток с ней. Неоправданная жесткость. Ну, какая-то глупая, неосмысленная жесткость. Вот так. И он это вслух не произносит. Ну, хорошо, вот все равно мыслей здесь много, да. Вот когда он остается один на один с самим собой, о чем он чаще всего думает, да? Так. Чаще всего он думает о женщине, которую, может быть, он зацепил, обидел, с которой он сейчас на дистанции. Эта женщина красивая, умная, чистая, осознанная, но далеко от него. И она, эта женщина, она, скорее всего, плачет. Скорее всего, она плачет. Окей. Ну, что тогда, по его мнению, есть главным препятствием между ними, этой главной дистанцией, что является? Так, у нас эта карта, немножко надо ее прикрыть. Главным препятствием между ними является дорога, именно дорога, путь. То есть он не видит как будто бы пути. И главным препятствием между ними может быть любовь и влюбленность. То есть, с одной стороны, это дорога, ну, расстояние, дистанция. С другой стороны, это... Загадывайте желание, кстати, 12 часов. Я помолчу. С одной стороны, это дорога, путь, с другой стороны, влюбленность, любовь, а с третьей стороны, наверное, самая главная сторона, даже с первой стороны, это выбор. То есть главным препятствием между ними является то, что либо он не может сделать выбор, то есть у него нет выбора, либо у вас нет выбора двоих, да, вот так вот. Немножко какой-то сумбурный такой, да, вот идет расклад. Немножко не от диалога гадалка, да, и тот человек, который пришел. Но мы же и смотрим, может быть, это он не к гадалке пошел, может быть, он просто с кем-то общается. Поэтому вот такие вопросы идут из потока, да, где есть контекст, не обязательно, что он у гадалки. Но как будто бы, может быть, если бы он у гадалки был, она ему говорит, тебе трудно сделать выбор. Вот так вот. И он чаще всего размышляет, когда остается один на один с самим собой, какой
да, он может сделать выбор, да, и что главным препятствием является, как он сделает этот выбор, да, потому что оно связано рядом, эти старшие арканы. Да и само движение, вот эти две карты, да, движение, сближение здесь, оно как будто бы на большой дистанции происходит. Хорошо. Какую роль он отвел ей в своей судьбе? А она, это можете быть и вы, и она. Тут уже смотрите по своей ситуации. Он ее любит. Если, допустим, здесь есть соперница, он любит ее, но не может приблизиться к ней. Любит ли он вас? Скорее всего, да. То есть есть такая любовь, как бы, знаете, есть такое. Человек может любить одновременно двух людей. Может, и любой человек может любить. Но и вас тоже он может любить, и ее. То есть есть соперник или его соперница, да. Соответственно, он ей отвел или отводит роль любимого человека, да. И эти чувства, они как бы текут потоком и не прекращаются потихоньку. Ну, как бы до сих пор, да. Ну хорошо, какие это чувства на поверхности и что внутри? Что на поверхности, а что внутри? Какие это чувства? Ну, это чувство родственных душ, это чувство и объединения, слияния, душа в душу. И у него на поверхности, в принципе, то же самое, что и внутри. Это все внутренние карты. Это не на поверхности, это не на поверхности. То есть у него то, что на поверхности, то и внутри по отношению к ней. Соответственно, если это на вас, ну, вы на себя гадаете, то это у вас, а если вы смотрите на соперницу, да, ну, то это тогда касается и соперницы, да, что он может, да, назвать словами. Или как он может обозвать словами эти отношения, да? Ну, он может сказать, что мы две родственных души, или наши души появились на свет для того, чтобы быть вместе, чтобы соединяться, чтобы творить какое-то чудо. И об этом он часто может думать, и когда он один на один, и, может быть, это как бы, ну, пробивается на поверхность, да, вот так. Как будто бы это пробивается на поверхность. Давай еще глубже, еще третий уровень, да, это глубоко, это еще глубже, а еще глубже. Вот то, что ему даже стыдно признать. А тут еще более глубокая карта. Ну, такое, знаете, как будто бы стыдно признать, что он хочет слиться с этим человеком. Это прямо руна Гебо, тайного знания. Руна Гебо, Кано, тут, ну, как бы эти две руны переплетаются. Но я скажу так. Ему стыдно признать, особенно мужчине, что женщина здесь как будто бы поглощает его. Вот это вот. Или как будто бы он из нее явился на свет. Он ее одновременно может принимать как партнера и как мать, да, то есть как источник и как цель одновременно, как альфа и омега, да, вот так. Поэтому еще глубже ему признать, возможно, что у нее над ним магия, ну, такая женская, вот она прослеживается здесь, вот эти все карты, они у женской магии. Даже вот эта карта магия, вот эта скрытость, а это тут, в общем, он боится признать то, что над ним очень сильное женское влияние или власть нескольких женщин сразу. Как минимум над этим человеком может управлять очень мощная родовая программа, где женщина являлась, ну, чуть ли не, ну, чуть ли не колдуньей, там какое-то, да, вот такое вот идет. То есть женщина имеет настолько сильное влияние,
где оно может даже проявляться на религиозном каком-то, в контексте религиозных правил, религиозных знаний, догм и программ каких-то. Оно как бы религиозная программа, которая влияет на род, но через род она передается, понимаете, да? Вот как-то так. Хорошо. Есть тут какая-то немножко страх говорить, да, и говорить. Вот чего он боится больше всего проговорить вслух, да? Да, чего он боится? Давай так, вслух, да, вот в чем он боится признаться? В том, что он сомневается. В том, что он сомневается, и где-то ему очень тяжело сделать выбор. Хорошо, а что его тянет к ней? Что больше всего тянет? Да, реально тянет тяга к познанию, то есть ему интересно, то есть это сила интеллекта, сила либидо, потому что здесь обнаженная карта открыта, тянет чистота, тянет интерес, тянет желание развиваться, и он чувствует, что он становится лучше с ней, вот так вот идет. Окей. Хорошо. Тогда вот мы из этой комбинации можем извлечь вопрос. Что ему нравится, да? Именно нравится. Вот тут тянет, а здесь вот как будто, что ему подходит в ней больше всего? Спокойствие, уравновешенность, холодный ум, трезвый расчет, справедливость и умение все взвешивать. Это взвешенная карта, взвешивание, самостоятельность и еще раз трезвый ум и холодный расчет. Это холодные карты, в принципе, да, и они здесь добавляют остроты ума. Тогда давайте уже, если уж так нравится, все, не может быть, все нравится, что триггерит, да? Что триггерит? Триггерит какая-то открытость, доступность, и, может быть, триггерит аспекты материнства или аспекты схожестью с матерью. Это материнская карта, пуповина, всегда связи. Может быть, триггерит общественные связи, общественная доступность, да, то есть, круг общения. Вот. Внешний мир, внешнее окружение тоже может триггерить здесь вашего партнера. Окей. Но тогда, если это все, почему он не действует так, как ждет она? Ждете вы или ждет соперница, да? Тут еще раз смотрите, с какой стороны вам удобнее. Почему он не действует так, как ждет она? Сам по себе он нестабильный, этот человек, но он так считает, что так будет лучшим. То есть он делает как лучше. Может быть, делает так, как лучше ему. И он не действует так, как она ждет. С одной стороны, потому что он хочет, чтобы было как лучше, а с другой стороны, этот человек, возможно, не такой зрелый, как она. Не такой серьезный. Понимаете? То есть есть люди есть фундаментальные люди, да, вот именно вот они как, стойкие, да, а есть люди, которые адаптируются, да, то есть люди по своей программе идут, да, по какой-то по догмам, да, по правилам, а есть люди, которые этих правил не придерживаются. То есть это может быть разность характера, может быть такой особенности, да, характера или особенности психики или особенности уже привычек. То есть он под ситуацию подстраивается.
Что закрывает между вами дороги, двери и что удерживает вас на вот этой дистанции? Так, а что ж у нас прямо идут карты эти все такие открытости. Карты открытостей. Дьявол. Ну, дьявол, это может быть и черная магия здесь, может быть, которая идет от женщины. Но это могут быть и религиозные какие-то аспекты, к сожалению. Также это долги и могут быть кармические какие-то узлы. Но они все темные. То есть что-то нехорошее из того, что я перечислил, что удерживает и закрывает вам двери, к сожалению. Но тут уже смотрите ту вертикаль, которую... вот эту вертикаль. Здесь мать, религия и правила. Родовые программы могут быть в том числе. Ну, хорошо. На что он может отважиться в ближайшее время? Да, вот что он собирается сделать, даже если еще не уверен в этом. Да, вот так. Да ничего, он будет зависеть от обстоятельств, видите. Он подождет еще, понаблюдает и выберет наиболее удобный, подходящий момент, когда это движение обойдется ему с точки зрения даже денег дешевле всего, или с точки зрения сил дешевле всего, или меньше всего. То есть он подождет, он долго будет ждать подходящего момента. Сейчас, секундочку. Окей. Так, хорошо. Следующий давайте посмотрим. Ну хорошо, а вот какие действия конкретные он может предпринять после того, как настанет, по его мнению, подходящий момент? То есть ждать он может долго, сколько угодно. Почему? Потому что оно здесь все закрытое идет. Как будто бы, знаете, вот такое ощущение, что у вас была какая-то возможность или коридор возможности. Или был, или есть, через который нужно пройти. Если вы его пройдете сейчас через эти двери, то у вас отношения будут развиваться быстро. Если сейчас не пройдете, то потом это затянется надолго. Вот, скорее всего, если вы не пройдете, то оно затянется. Может и на полгода, да, допустим, затянуться, к примеру, там, до июня, июля и даже до весов это октябрь, сентябрь, да. Так вот, какие действия он предпримет по отношению к ней, к вам или к ней, к сопернице, когда действие 12-го аркана истечет, да, он попытается ее остановить, попытается ее удержать, даже запугать, связать ей руки, ограничить ее в движениях и оставить ее там, откуда она хочет уйти, сбежать, и, может быть, она хочет рискнуть уйти от него, а он ее будет останавливать, но это уже будет, такая, как бы насильственное что-то, да, вот с причинением посторонней силы, да. Хорошо. Что он планирует, да, но откладывает, потому что в этом сомневается. Именно откладывает. Что планирует, но откладывает. А планирует он быть счастливым, но откладывает это счастье, потому что он сомневается. Это может быть и по отношению к вам, скорее всего, особенно если вы чувствуете, что вы можете быть родственными душами. Ну и теоретически он может быть это по отношению к другому партнеру или партнерше. Окей. Что он реально хочет получить? Какой результат он хочет получить?
такой, он хочет получить настоящий результат таким, как хочет он. Но, есть одно но, он еще не вызрел по этой карте. Тут открывается пустота, пажи пошли, паж. Ну, один паж как минимум тут есть, пока что. То есть он хочет, чтобы было все, как говорится, четко, чтобы все было по форме, чтобы все так, как он хочет, да, под его властью, под его контролем. Ну, как бы он хочет ту форму, да, тот результат, где все зависит от него, где никто на него не влияет. Ну, соответственно, у этого человека, по его мнению, очень много времени. Поэтому вот он хочет получить от этой связи на самом деле все материальное и все реальное. Вот так, все четкое. Это все формы, над которыми, все формы материального мира, над которыми он будет иметь власть и контроль. То есть он хочет, чтобы все зависело от него. А он подсознательно может этого не чувствовать. Ого. Да, глубоко мы сегодня нырнули, но такая карта в этой вертикали и в этом потоке. Хорошо. Но тогда так, вот чего он от нее ждет? Чего он от нее ждет? Может быть, знак какой-то или какой-то ход поведения, да? Нет, он ждет от нее подчинения, чтобы она ему подчинялась. Смотрите, какая комбинация. Тут даже дьявол, он тоже подчиняет рядом. И подчинялась так, как он хочет. Чтобы она под него подстраивалась. Поэтому он от нее хочет послушания, адаптации, послушания, подчинения, адаптации, да? Повиновения, вот так. Ну хорошо, а о будущем? Что он может думать о будущем между ними и, ну, его там вот эти скрытые его сценарии? Он допускает, что между ними есть будущее, и в его планы совместное будущее может входить. Еще раз. Будущее возможно, по его мнению. Какой-то такой трудный сегодня поток у меня такой. То есть, по сути, в его скрытом сценарии возможно будущее между вами. Вот так. Окей? Хорошо. А как он ее позиционирует? Да? Ну, как он рассказывает о другим о ней. Ну, может, это вы, да? Может говорить, что вы роковая женщина, то есть там повстречал и все поменялось, или чувствую, что после встречи с ней тут как будто бы жизнь его с вами разделилась на до и после. И после того, как я ее или его встретил или встретила, моя жизнь начала... В моей жизни начали происходить события, на которые я не всегда влияю. Вот поэтому он и хочет контроля. Хотя тут хаос. Парадокс, да, какой-то. Ну, вся реальность, она из парадоксов, да, как говорится. Вот давайте просто спросим, просто вопрос зададим, почему-то у меня такое... Если рядом с ним другая женщина или влияние прошлого, которое не отпускает и которое роковым образом влияет на то, что происходит между вами сейчас. Я ее рядом с ним в этой карте не вижу, но может быть какой-то кармический узел, это карта частых кармических отработок, но какой-то кармический узел есть, не развязанный с женщиной у этого человека. Ну или у женщины с мужчиной, если мужчины смотрят. То есть
Если другая женщина или мужчина, да, но она не рядом, и она на энергетическом уровне больше. То есть что-то недоработано все равно. Какой-то пунктик, какой-то якорь, да, еще есть. Ну, это якорь, карта якоря, она надежная, стабильная, но она как бы и не рядом, но и далеко не ушла, как говорится, да. Ну, давайте тогда, или кто что вмешивается в зону счастья, люди какие-то, обстоятельства, страхи, риски, работа, да, зависимости, что еще, власть, закон, что вмешивается в их счастье. Ну, попытка доминировать, попытка женщины доминировать над мужчиной, то есть в их счастье влазит энергия, сила женщины, которая пытается доминировать над мужчиной. Вот так вот. Окей. Ну, давайте просто сразу же. Вертикаль, иллюзия, скрытость, женщина, мужчина, сила. Есть ли магия? Вот. Есть ли магическое, энергетическое влияние на эту ситуацию и в чем оно проявляется? Если оно есть, а оно, скорее всего, все-таки есть, почему? Потому что это жезловая карта, то оно, скорее всего, проявляется в хаосе событий, которые окружают, в хаосе окружения и в первую очередь в конфликтности. Ну, либо вы ссоритесь, либо мужчина агрессивный, либо женщина агрессивная, либо вы оба агрессивные. Ну, ссорки, рассорки, вот такое вот больше. Ну и сумбур в планах на будущее. Вы, например, что-то планируете, а оно идет совершенно по непредсказуемому сценарию. Видите, диагональ почти выходит на эту карту. Ну, она вот здесь должна быть, да, чтобы попасть на вот эту диагональ сумбура. А она падает под мужчину, как бы мужчина пытается, может, взять под контроль что-то, да, здесь. Поэтому, да, скорее всего, есть, и это, ну, как минимум, ставят палки в колеса, обратный ход колеса. Ну, есть такое понятие в энергетиках. И ссоры, рассорки, да. Окей. Что, давайте так, вам, как человеку, который сейчас смотрит, да, важно понять о своей силе и своей энергии в этой истории. Вот так. У вас достаточно... Ну, у вас достаточно много ресурса, вы можете пользоваться, но нужно подбирать момент. Знаете, есть такое понятие всему свое время или все в свое время. Давайте так, вам важно понять о своей силе в этой истории, что вы можете управлять этой ситуацией, но нужно все делать своевременно, ну, условно говоря, согласовав с высшими силами. Давайте вот так назовем это. Потому что если это год, это полугодие, то есть может быть результат позитивный, когда вы действуете, ну, например, не на убывающую луну, а на растущую. Это к примеру, я говорю. Или есть какие-то варианты, и если вы эти варианты пропускаете через поток высших сил, да, благодаря своей интуиции, картам Таро, подключением к эгрегорам каким-то, да, ну, не обязательно картам Таро, рунам, или вы пользуетесь своим даром каким-то, да, то есть, да, ваша сила зависит от обстоятельств, и она может быть успешной, вот так вот. Давайте посмотрим еще немножко про вас, где вы сами себя ограничиваете, хотя могли бы изменить ход событий или ход судьбы, где вы сами себя ограничиваете. В открытости надо не бояться быть ближе к партнеру, сближаться, говорить о мыслях, чувствах,
говорить о том, что вы его любите в том числе, если вы действительно его любите. А если вы его не любите, тогда... А зачем тогда вы смотрите этот расклад? Напишите тоже, потому что есть люди, которые вот не любят своего партнера, но слушают. Вы слушаете просто для того, чтобы послушать, или, может быть, получить какой-то совет, подсказку, инсайт. Пожалуйста, напишите в комментарии, это важно. И это еще и помогает развитию канала. Благодарю вас. Хорошо. То есть ваши открытые чувства, возможность спокойно и без проблем сближаться естественным путем, по вашему чистому, откровенному желанию с этим человеком, могли бы изменить ход событий этих отношений в лучшую сторону. И могли бы укрепить 12 вашей связи, а не связи его обстоятельств с тем, что, возможно, мешает вашим отношениям. Окей? Хорошо. Если вдруг вы продолжите действовать так, как и сейчас, вот что будет, если вы продолжите, то вы, лично вы, не он, продолжите действовать так, как сейчас. Ну, все может измениться, и здесь, понимаете, как вы можете изменить как в лучшую сторону, так и в худшую. Страшный суд вообще – это искупление грехов или избавление от чего-то не очень хорошего, да, то есть это, по сути, воскрешение. Ну, если вы продолжите сделать сейчас, вы можете и улучшить ситуацию, в принципе. Поэтому не все из того, что вы делаете в этих отношениях, есть плохо, есть много хорошего. Возможны перемены. Это карта с комбинацией с 13-м арканом, карта страшного суда, в принципе, говорит об искуплении грехов и о воскрешении. Учитывая то, что воскрешение у нас будет весной, а сейчас зима, вне зависимости от того, когда вы смотрите этот расклад и когда вам попалось это видео, воскрешение будет на Пасху, да, или возрождение. Это больше о возрождении, да, карта. То есть это, туда, ближе к апрелю. В этом году я не знаю, когда она будет, я еще не смотрел. Но по-разному бывает. Поэтому это Пасха, да, больше. Поэтому, если вы продолжите все делать так, как и делаете, то раньше Пасхи можете не ждать результата. То есть у вас до Пасхи есть еще некий зазор по времени. Ого! Еще один удар, да, полчаса пролетело, как один миг. Напишите в комментарии, как вы восприняли... Вот было 12 часов било, да, 12 ударов, и тут еще через полчаса ударили часы. Как быстро пролетело время, как воспринимается в потоке. Хорошо, а вот если вы смените стратегию, да, что именно поменяется тогда? Вы можете улучшить ситуацию и, возможно, позиция мужчины изменится, хотя ее трудно изменить, это очень статичная позиция, но мужчина может быть более взрослый, более щедрый, более солидный. И видите, у мужчины идет эволюция с рыцаря пентаклей на короля пентаклей. Это о чем? Это о том, что мужчина может повзрослеть. И действия мужчины могут быть более заметными и значимыми. Нужно ли менять стратегию? Да, но последовательно, аккуратно, не торопясь, учитывая то, что у вас до Пасхи есть время. Вот так. Какая тактика, давайте так вот, какая тактика для вас будет выигрышная в ближайшее время, недели, дни, как вам? А вам нужна такая тактика, это, наверное, вы по этой карте, да, напишите мне. Вам нужно брать все под контроль своей энергии, своей магии, и контролируя свою энергию, свою магию, можете контролировать, если у вас светлая энергия, светлая магия, попробуйте контролировать еще и темную энергию, темную магию.
Может быть, вам надо избавляться от этой энергии, может, наоборот, ею пользоваться. Тут уже просто правила контроля, да, поэтому ваша тактика – это контроль энергии и управление магией наружной и внутренней, или взаимодействие с магиями наружными и внутренними, а в каком ключе это уже будет зависеть от обстоятельств именно в вашем конкретном случае, потому что это все-таки общий расклад. Хорошо, то есть тактика управления энергиями, или беру под контроль под свой. Он там свое контролирует, а я свое контролирую, вот так. Хорошо, ну тогда с тактиками разобрались. А как вот тут какие-то моменты, да, есть поворотные в этой карте. Какой момент станет поворотным, когда все начнет двигаться? Ну или знак судьбы, который будет говорить об изменениях, так тоже можно. Ну или вы успокоитесь оба, вы почувствуете, что все, слава богу, все, конфликты улаживается, да, то есть поворотным моментом вы примиритесь, да, или ваш партнер наконец-то будет обращать на вас внимание, но совершенно уже по-другому, и вы это почувствуете, вы это заметите, вот так. Вот по судьбе, какое событие или разговор назревает между вами. Вот оно, видите? Тут будет какая-то встреча. Какое событие, разговор назревает между вами по судьбе? Откровенный разговор, чистый, о любви, о чувствах, о будущем и какое-то откровение. Может быть, он уже наступил, только-только. Может быть, он будет завтра. Может, он уже происходит внутри вас, рождается прямо сейчас, ну а завтра или послезавтра вы уже поговорите. Может быть, через час, через два, а может быть, даже он позвонит и появится через час, через два. Ну, тут уже вы от вашего ближайшего будущего, как вы настроены, так оно где-то и произойдет. И эта карта здесь работает как вызов человека, партнера, мужчины, женщины по судьбе, навстречу, ключ, замок, язык, амен, и пусть он появится, объявится, напишет, позвонит, откроется и произнесет те слова, которых так вам не хватает в ваших отношениях, как говорится, да. Хорошо. А с разговором разобрались. Вот тогда к чему приведет вот этот вот период после разговора? Или вот если смотреть на итог по судьбе, к чему это все приведет? Ну, будущее, да, вместе, не вместе. Ну, здесь, знаете, такое весы опять у вас до весов, да. Есть куда мужчине тянуть время. Это приведет к балансу, это приведет к налаживанию ситуации. Вы как минимум помиритесь, примиритесь, и у вас и вашего партнера будет больше времени на вас двоих, особенно если есть аспект соперницы или соперника. То есть у вас появится больше гармоничных или адекватных возможностей уделять равновесное время друг другу. Ну, то есть вы станете ближе. Поэтому вот это все, о чем мы говорим, оно ведет к распределению гармоничному брать-давать или материального потока. Вам будет друг друга больше хватать для гармонии. Услышали это? Ну, как бы вы назвали эту карту, к чему она вас ведет, можете тоже написать в комментарии. Очень классная карта, кстати. Хорошо. А чем может завершиться эта история как развязка, да? Ну, в перспективе. Мужчина может появиться на вашем пороге, женщина может появиться на вашем пороге, и в ваших отношениях могут возникнуть новые перспективы, которые нереализуемы. То есть вам судьба может дать еще один шанс. Да, вот так. Какой урок вы должны вынести, чтобы не вернуться в старый сценарий, чтобы закрыть гештальт? Чтобы закрыть гештальт, вам нужно, возможно, пройти треугольник этот,
от начала до конца, да, как все круги треугольника. Ну и урок – это не терять оптимизма, даже когда все очень тяжело, да, то есть видеть позитивное даже где-то в негативе, разбираться, да, отделять зерна от плевел, как говорится, да, и находить позитив даже в негативе. Здесь очень позитивные карты выпадают. Но хорошо, а судьба и шанс, какое благословение дают вам в этой связи? То, что что-то начинается, всегда имеет начало, середину и конец. И у вас есть хороший шанс закончить все так уютно и так комфортно, как вам бы хотелось. То есть вам судьба дает шанс хорошего результата. Может быть, намного скромнее, чем вы хотите, но с результатом позитивным для вас. Как минимум в этом результате есть семья, есть недвижимость, есть где жить, есть уют, есть покой, есть чувство, любовь, забота и ощущение защищенности. Ну и давайте финальный аккорд. Вот что вам говорят карты, что вам нужно сделать прямо сейчас, чтобы начать в хаосе, да, движение к порядку. Принять шанс принять этот сигнал от расклада, принять сигнал и предложение от партнера и дать своему партнеру такой же шанс і такий же сигнал. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось обов'язково. Па-пам.